Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина положила глаз на вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И пока я тасую карты, давайте продолжим знакомиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая любимая вот погода, какое время года у вас любимое, да, вот напишите, мы сезоны сегодня посмотрим, кто больше любит тепло, кто холод любит. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете сейчас. Вы очень сильно настроены на создание серьезных отношений, даже на создание семьи. У вас, знаете, вот как будто гормоны кипят, бурлят. У вас настолько вот много накопилось той заботы, нерастраченной любви, нежности, ласки. У некоторых и интим тот же накопился, вот именно после воздержания, да, вот. Очень хочется с кем-то пошалить, так скажем, да. Вот эти вот именно нерастраченный вулкан чувств ваших во всех отношениях. Вам хочется кого-то залюбливать, задаривать. Хочется проводить какие-то вот, я не знаю, бурные страстные ночи. Ну вот в таком роде. Вам очень-очень не хватает женщины. У вас острая нехватка вот этих вот острых любовных ощущений. Причем вам, знаете, вам даже нравится вот заботиться, вам нравится вкладываться в женщину, вам нравится вот это состояние влюбленности. Вы уже просто соскучились и сголодались даже за этим состоянием, когда хочется спешить домой, когда ты знаешь, что тебя любимая женщина встретит, да, накормит теплым ужином и так далее. То есть у вас вот такое романтическое, эротическое настроение сейчас. И снова император. Я уже даже не удивляюсь. У меня здесь, я смотрю, одни императоры собрались. Вы вообще по жизни, вы довольно сильный мужчина. Другое дело, что периодически, жизнь ставит вас на колени, от этого никуда. И, скорее всего, это да, это и развод, разрыв, это скандальный именно вот разрыв, проблемный такой. Это не просто, когда расстаются друзьями, а именно проблемное расставание. Но, тем не менее, я вам скажу, что это было у вас предначертано по судьбе. Это судьбоносное было такое вот расставание, либо же развод. От этого никуда. Поэтому у вас сейчас вот настрой, знаете, вот, именно романтический такой, как я говорила. Вот вы становитесь уже тем самым императором, которым вы были всегда. Потому что был недавно еще у вас период, когда вот вам вообще ничего не хотелось. Это такое вот похоронное настроение. Когда вы, как бы для себя вы похоронили ту женщину, я утрирую, да, для себя просто в душе вы ее похоронили. Да, вы можете еще помнить, думать о своей бывшей, но все равно вот это как отрезанная рука либо нога, вот, да, вот вы частичку себя потеряли, поэтому вот это вот такое депрессивно-пессимистическое настроение у вас было. У некоторых, может быть, даже еще и сейчас еще продолжается. Вы начинаете уже немного, как сказать, не то чтобы тусоваться, да, вы начинаете больше ходить в гости, вы начинаете больше с друзьями там общаться, то есть где-то вот эта вся светская социальная жизнь начинает снова бить фонтаном. Если раньше вот у вас было такое пессимистическое настроение, когда ничего никого не хотелось, когда хотелось побыть больше одному, когда была дом-работа, то сейчас вы вот уже воспряли и машете крылышками. Так, смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Кто же на вас глаз положил? А дама-то непростая. Я вам скажу, у вас есть такая вот своего рода тайная поклонница. Очень такая себя любящая.
ухоженная, скорее брюнетка проигрывается, она и хорошо со вкусом одевается, она знает себе цену, могут даже эгоистические нотки какие-то проигрываться. Вы с ней где-то пересекались, я вам скажу, это было какой-то, ну, я не знаю, день рождения, праздник какой-то, где-то вот именно, ну, такое отмечание, празднование чего-то, да, там, где много людей. Это не просто людное место там в автобусе, нет. Это именно вот какой-то праздник был. Вы тогда тоже на нее обратили внимание. Вы даже, может проигрываться, что вы с ней либо же танцевали, да, вот, ну, вы тогда общались с ней. Вот вы не просто перекинулись парой слов, вот вы общались. Может быть, даже вот весь вечер просидели рядом, да. То есть у вас такое было немного романтичное настроение тоже в тот период к этой женщине. Так, смотрим дальше. Почему же, хорошо, почему вы не общались потом после этого? Потому что вы были заняты, и она была занята, и вы были заняты. Да, вы пересеклись где-то в компании, да, в какой-то там на дне рождения, где угодно, в какой-то вот тусовке. Но вы были оба заняты, да, вы пофлиртовали, вы там глазки построили, где-то там танцы-шманцы, обжиманцы, да. Но вот дальше этого не пошло. Но тем не менее, она для себя вас отметила вот и внешне, и вот статность ваша, да, вот ей понравилась. Причем вот еще знаете, что вот такой момент, она для себя поняла, что вы совсем, ну, далеко не такой, каким вы себя выдаете. Вот она, у меня такое чувство, вот, что она очень интуитивный, такой эмпатичный человек, да, вот сейчас очень модное слово эмпатия, когда мы можем чувствовать друг друга, да. Вот она поняла, что не все так хорошо у вас. Ну вот знаете, когда бывает состояние смех сквозь слезы. Вот она с вами общалась, и она понимала, чувствовала даже вернее, что вам не очень хорошо, что вы не очень счастливы, что вот вы вроде бы и улыбаетесь, но у вас какие-то грустные такие печальные глаза. Вот она это отметила, что что-то с вами не так, что в вашей жизни что-то не так. Я так подозреваю, что это было в тот период, когда уже ваши отношения с вашей прежней женщиной, ну, начали идти под откос, когда отношения уже начали портиться. Но тем не менее, вы даже тогда не пошли на измену. Да, вы отметили, что женщина интересная, да, вот статная, красивая и так далее. Но тем не менее, вы не пошли дальше, вы не зароманили. Так, давайте-ка посмотрим, будет ли у вас продолжение с этой женщиной. Что же будет дальше? Вот и снова вы пересечетесь. Вот где-то вы с ней пересекаетесь. Думайте, внимательно думайте, анализируйте. Где-то вы снова с ней пересечетесь. Вот какая-то тусовка, день рождения, я не знаю, это может быть и общий, очень ну такой вот, я не знаю, очень узкий круг людей, вот близких вам людей, где вы что-то отмечали. Да, это может быть чья-то жена, там, да, жена вашего друга, но вы на это не пошли, потому что вы знаете, как бы жену друга я не увожу, да, но это, ну, многие мужчины, я знаю, у них принцип такой, да, вот, это просто запретная зона. Жена друга – это неприкосновенно. Поэтому вы снова, вот через какое-то время вы пересечетесь. Это снова будет какой-то праздник, тусовка, день рождения, ну все что угодно. Вы снова с ней пересечетесь, и здесь уже у вас начнут завязываться совершенно другие отношения. Совершенно другие. Здесь уже вы проявитесь вот именно как мужчина, который симпатизирует. Здесь вы уже начнете, ну, сближаться, что ли, да, вот постепенно начнете сближаться как пара. Она тоже, кстати, она сейчас вот, либо же вот вернее в будущем, да, это мы уже будущее смотрим, она тоже будет свободна. Если тогда вот еще, когда она глаз положила на вас, да, вот она и вы были заняты, то
теперь, вот когда вы второй раз с ней сойдетесь, где-то там в тусовке какой-то, то здесь уже вы оба будете свободны. И здесь у вас завяжутся совершенно новые отношения. Дамочка очень любящая себя. Но я имею в том виду, я имею в виду, что вот она любит ухаживать за собой. Но это, в принципе, это классно, да? Но что это за женщина, которая не любит за собой ухаживать? Но это какая-то замухрышка-золушка, да? Любой мужчина хочет, чтобы рядом была ухоженная женщина, красивая, со вкусом одетая. Так вот это про нее. Вот именно с этой женщиной вы будете вместе, даже тяготы переносить вместе, да? Смотрите, вот эта карта нам очень хорошо об этом говорит. Как бы ни было тяжело, да, вы и детей будете тянуть вместе, вы будете какие-то проблемы совместно решать. То есть это будет такой вот гармоничный очень союз. Посмотрите, это будет и ребячество, это будет и забота, это будет вот легкость общения. Вот когда вы сойдетесь, это будет настолько вот, ну, из того стиля отношений, который я очень обожаю такой стиль отношений, когда вот вдвоем можно подурачиться, вот как в детстве, да, когда можно где-то по-доброму подколоть друг друга, можно пошутить, да, можно какие-то вот более серьезные даже вещи в шутку перевести, тогда скандала не будет. Это настолько вот здорово, когда помогаешь друг другу. Вот в таком ключе у вас будут отношения. Причем ваша бывшая пассия об этом узнает. Она будет очень и очень огорчена, что как это у вас новая любовь-морковь. Вот она как раз огорчится, потому что, ну, ей на руку, ей хочется, чтобы вам было плохо, понимаете? А здесь все пошло не так. Вы, причем еще, кстати, вы романтик. Вот я еще забыла это сказать. Вы с этой женщиной будете вот совершать какие-то романтические поступки. Даже вот если вы не умеете, у вас как будто вот крылья вырастут, у вас будет такое состояние, что ну хочется творить, да, вот как говорят художники. Хочется творить, хочется что-то делать, хочется мчать на край земли, да, вот бежать к этой женщине. Вот я не знаю, хоть серенады под балконом петь, вот настолько будет у вас такое окрыленное состояние. Поэтому, ребята, не отчаиваемся. Вот снова наш любимый император. Вы же император, а император не может долго отчаиваться. Император — это сильный мужчина. Император не может обижаться долго, да, страдать, да. Император, он берет себя в руки и идет смело по жизни дальше, покорять новые горы, новых женщин. Поэтому, ребята, включаем все императора в себе. И навстречу покорять новые вершины, хвост пистолетом. И причем это будет сильнейший удар по вашей бывшей, когда она узнает, что вам без нее хорошо. Опять же, это мой лайфхак вам. Это будет сильнейший, еще раз говорю, удар, что она увидит. А она обязательно увидит, либо узнает, что вы не умерли без нее, что вы счастливы. Тем более, если у вас еще будет новая женщина. Делайте все, чтобы она увидела именно вот сильного, подтянутого мужчину, который не пропал без нее, да, потому что иногда мужчины, вот, ну, грубо говоря, опускаются, да, вот после развода, не моются, не бреются, там себя запускают, да, начинают в бутылку заглядывать и так далее. А вы покажите, что вы без нее начали жить еще лучше. Займитесь спортом, в конце концов, да, сядьте на диету, если это нужно. Но будьте счастливы, в первую очередь для самого себя. И это вашу бывшую добьет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!